Всем привет! Поступил очередной лодочный мотор из коробки, из ящика. Yamaha 40, двухтактный, трехцилиндровый. Это его двигатель, это его запчасти. Всякие разные тут новые подшипники. А это подвеска с этого мотора. Редуктор с него пустой. Опять какой-то конструктор привезли. Лодочный мотор был куплен во Владивостоке за 50 тысяч рублей. Владелец начал его самостоятельно разбирать, дефектовать, покупать подшипники, сальники, прокладки и другие необходимые запчасти. Все это он потом отправил нам вместе с мотором. Некоторые детали владелец отпескоструил и покрасил в белый цвет. Наша задача – собрать мотор. Компрессия хорошая, по 10 кг на каждом цилиндре. На моторе был автомикс. Нужно будет заткнуть все шланчики и отверстия привода масляного насоса. Ну, все подшипники в отличном состоянии. Поршни ремонтные. Что написано 0,5 или 0,5. Два нижних кольца залегшие. Это нижнее одно залегшее. Здесь среднее залегло. Очень много нагара. Как мы предполагаем, использовалось неподходящее масло. Какое именно, владелец не знает. Он на этом моторе еще не ходил и даже ни разу не запускал. Так как подшипники коленвала в хорошем состоянии, соответственно, менять их мы не стали. Просто почистили поршни, расходили кольца, собираем обратно. Нашли запчасти для редуктора, сальники, гайка. А вот на самом редукторе, в том месте, где устанавливается пластина основания помпы, там, где устанавливаются сальники вертикального вала, здесь трещина. Такие трещины в этом месте часто возникают в результате разморозки. Редуктор подготовили к напылению, профрезеровали канавку. Все готово, трещину запылили. Теперь начинаем собирать редуктор. Распаковываем все запчасти из пакета. Смотрим, что у нас есть, чего не хватает. И будем все это собирать. Корпус подшипников придется менять, потому что подшипник заднего хода заходит сюда просто от руки. И также легко отсюда снимается. Поэтому меняем корпус. Все карбюраторы были разобраны и почищены. Было много масляного налета. Некоторые жиклеры были почти полностью забиты. Но в целом состояние карбюраторов хорошее. Первый запуск.
Настраиваем. С него льется вода с крышки термостата. Оказывается, там нет резьбы, и мы не можем затянуть болт. Ну, пока настраиваем так. А в целом работает нормально. Вода идет. Владелец дал новый термостат. С него вот все льется. Контролька только забивается постоянно. Забилась здесь контролька. Да, скорее всего там внутри песок. Вот она постоянно забивается. О! У нас закончился бензин, поэтому мы запускаем на обкаточном бензине. Отсюда столько дыма много. Это первый запуск, до этого мы мотор не запускали. Отлично работали. Сейчас мы поставим все крышки, установим термостат, выведем контрольку и Ямаха готова. Очередной мотор из коробки готов. Осталось еще два. Контрольный запуск. Вырабатываем бензин. Мотор готов. Все, что было необходимо, мы сделали. Итоговая стоимость по ремонту 40 тысяч рублей, не считая тех запчастей, которые владелец приобретал сам. Кстати, мотор 1983 года выпуска. Будем его упаковывать и отправлять владельцу в Красноярск. Мотор был отправлен 22 октября. Мы его получили 5 ноября и завершили ремонт сегодня, 16 февраля. На этом все. Всем пока.